надо. Следующая провинция – это Лимассол, друзья. Смотрим количество однокомнатных одноэтажных домов – 69 582 в целом по провинции. Количество многоквартирных домов 62 699. Друзья, вот здесь тревожная как бы такая показатель. Ну, для меня это мои всего лишь предположения, что разница, видите, медленно и уверенно с низкоэтажной застройкой, многоэтажной застройкой догоняет, что существенно может отразиться на рынке недвижимости по стоимости квадратного метра. Ну и архитектура города, наверное, от этого тоже страдает, друзья. Ну, говорят, на вкус и цвет, друзей, нет, но с учетом того, что Кипр сейсмическая зона, и здесь строятся многоэтажные дома, это, наверное, ну, все-таки неправильно. Я не знаю. Я предполагаю, что это очень неправильно. Дальше, друзья. Видим мы, что общее количество домов многоэтажных и одноэтажных составило 132 281 объект жилой недвижимости. Ну и количество людей, проживающих, 262 157. Количество квартир, которые продаются, друзья, в целом за год мы увидели выставленные для продажи в целой провинции Лимассол 76 793 квартиры. Если мы посмотрим вот здесь общее количество домовладений, добавим сюда еще квартиры в многоэтажных домах, многоквартирных, там где-то будет 150, наверное, тысяч всего квартир, жилой фонд в целой провинции, а продается 76, друзья, тысяч. То есть это почти что 50% от жилого фонда. Ну, то есть это просто уже как бы на уровне, ну, как по мне, если не катастрофы, то я же понимаю, что люди, которые живут в одноэтажных домах, они не продают эту недвижимость. Это значит, что было построено достаточно много жилищных комплексов, и теперь эти комплексы выставляются на продаже. Потом поговорим о законе спроса и предложения, как этот закон влияет на стоимость. Итак, переходим к стоимостным показателям, как это отразилось на стоимости квадратного метра. Лимассол, друзья. Вот мы и увидим, как оно отразилось. 3795 евро стоимость квадратного метра. Это у нас январь 2026 года. Сравнивая с январем 2025 года, мы увидели, что всего лишь на 0,5% выросла стоимость квадратного метра. Помните, когда мы говорили о Ларнаке, здесь 30% от жилого фонда выставлено в продажу, где-то 1,5% всего лишь. Ну, мы сейчас говорим о том, как влияет количество предложений на стоимостные показатели. Так вот, рост на 1,5% в течение года. Здесь же в Лимассоле мы видим, что 50% выставлено от жилого фонда. Это, конечно же, жилищный комплекс, я даже не сомневаюсь, что показало нам динамику затухающего роста 0,53%, всего лишь 0,5% это новое жилье. Старое жилье, друзья, показало нам динамику роста. Ну, во-первых, смотрим 3692 евро. И за год подорожало на 2,27%. То есть вот это как раз новое жилье, это новые жилищные комплексы, которые сдавались в эксплуатацию и которыми перенасыщен рынок. Старое жилье еще, так сказать, показывает динамику роста, неплохую. Ну что, и последняя у нас провинция, Пафос. Показываю так указкой. Вот здесь, друзья, в 2025 году единственная провинция, которая показала, друзья, нам отрицательную динамику снижения стоимости квадратного метра. Давайте будем, что, друзья, разбираться. Разбираться с цифрами. Видим, что вот так количество однокомнатных одноэтажных домов 38 125 объектов жилой недвижимости. Количество многоквартирных домов 38 213. То есть, ну, видите, совсем немножко осталось, да, то есть поджимает, строится в Пафосе жилищные комплексы. Правда, я как бы живу вот в Пафосе, ну,
в самом муниципалитете Пафос, я особо-то и не наблюдаю, чтобы так прямо сильно строилось, но вот данные, опять же говорю, не мои, это статистические данные на 2024 год. Многоквартирных домов практически столько же, сколько и одноэтажные застройки. Общее количество это 74 338 объектов жилой недвижимости. Количество людей, которые населяют провинцию, 101 106 человек. Ну и количество квартир, которые выставлены для продажи, друзья, 35 599 квартир. Предположим, что вот здесь у нас 74 388 это у нас в целом домовладение, да? Сюда входят и многоэтажные, и многоквартирные дома. Предположим, что это порядка там 85, наверное, тысяч квартир, весь жилой фонд. То видим, что, друзья, 35 тысяч, ну это то тоже как бы почти 50% от жилого фонда, то есть это много. Если Лимассол еще показывает динамику роста при таких показателях, то город Пафос, ну здесь живет меньше людей, 101 тысяча, в Лимассоле, друзья, живет 132 тысячи, то есть ну, незначительно, но больше на 20 там, с чем-то тысяч. То видим, что, друзья, переходим на табличку, город, не город, а провинция. Пафос показала нам снижение роста стоимости за год. Сравниваем январь 2026 год, это 2420 евро. Январь 2025 год 2433 евро. И в итоге получаем в годовом измерении снижение минус 0,48%. То есть минус 0,5% это новое жилье. Смотрим, что произошло со старым жильем. Старое жилье в январе показало нам 2174 тысячи евро, это 2026 год, а 2025 год, январь, 2197 евро стоимость квадратных метров. Здесь динамика уже 1% в течение года снижения. Вот так, друзья, очень просто. Это, ну, еще называется прикладная математика. Я показал вам, как внутренние показатели, которые характеризуют состояние рынка, это люди, понятно, что количество домов, сданных в эксплуатацию и выставленных на продажу, влияет на стоимостные показатели. То есть провинция Пафос впервые в 2025 году, ну, январь 2026, считайте это полный, у нас год практически 1 месяц, да, 2025 года, показала нам незначительную динамику снижения. И, друзья, на это повлиял закон спроса и предложения. Напомню вам, что закон спроса и предложения гласит о следующем, что если товара, ну, на рынке товар присутствует в избытке, но при этом количество покупателей, желающих купить этот товар, а недвижимость является товаром, то что происходит? Рынок корректирует стоимостные показатели, то есть стоимость квадратного метра или квартиры, если мы говорим о недвижимости как о товаре, то есть стоимость квартир снижается. Если же наоборот количество желающих достаточно большое, а товар находится в дефиците, то есть его мало этого товара, то происходит что, друзья? Удорожание стоимости, то есть стоимость недвижимости в данном случае растет. Вот таким способом, друзьья, компании-застройщики перенасыщают жилой рынок, как и рынок коммерческой недвижимости. А в итоге, в общем-то, вот этот пузырь, который надувается, его еще так называют, да, стоимостной пузырь, он рано или поздно лопает, и мы наблюдаем, как положительная динамика роста меняется на отрицательную. Ну, в общем-то, достаточно подробно вам рассказал. Можете посмотреть вот здесь. Я сравнивал вверху, очень кратко давайте пройдемся. Это количество предложений
2020 у нас четвертый год. Помните, я вам говорил, что за 2025 год я вам показываю вот эти предложения, да? А здесь 2024 год. И вот насколько количество предложений выросло за год в годовом измерении. То есть Никосия на 43% выросла, в целом больше квартир стало продаваться. Естественно, друзья, здесь больше квартир именно в многоэтажных домах. Видим, что в Фомагусте стало продаваться на 65% больше квартир, сравнивая 2025 год с 2024 годом. В Ларнака стало продаваться на 92% больше квартир, за год увеличилось количество предложений. А вот провинция Пафос, друзья, внимание, не падайте со стула, показал нам рост по предложениям, то есть это количество предложений, которые выставлены для продажи, сравниваем весь 2025 год с 2024 годом, показал нам на 126% роста. Именно с этим связано снижение стоимости квадратного метра в целом провинции Пафос или так называемая корректировка. Друзья, ну очень подробно рассказал вам о том, что произошло с недвижимостью, порассуждали о причинно-следственных связях. И пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Кипра. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.